Глубоко в сердце африканских тропиков, там, где солнечный свет с трудом пробивается сквозь плотный купол вечно зеленых лесов, разворачивается драма, которой уже миллионы лет. Здесь, среди переплетения лиан и криков экзотических птиц, живут существа, чей взгляд кажется пугающе знакомым — шимпанзе. Мы смотрим на них и видим не просто животных, а отражение самих себя, первобытное, необузданное, но бесконечно близкое. Нас разделяет всего 1,2% генетического кода, но в этом крошечном зазоре уместилась вся история человечества. Однако сегодня мы не будем говорить о людях. Мы отправимся туда, где правят инстинкты, сложные социальные игры и борьба за выживание. В мир, где интеллект — это оружие, а сообщество — единственная надежда на жизнь. Жизнь сообщества шимпанзе — это не случайное скопление особей, а строгая, почти военная иерархия. В основе их мира лежит система распада и слияния. Большая группа может разделяться на мелкие отряды для поиска пищи, но вечером они снова собираются вместе, чтобы заявить о своих правах на территорию. Во главе стоит альфа-самец. Но, вопреки расхожему мнению, трон не всегда достается самому сильному. Быть альфой у шимпанзе значит быть искусным политиком. Одиночка, полагающийся только на грубую силу, долго не продержится. Чтобы захватить и удержать власть, самцу нужны союзники. Мы видим, как претендент на лидерство часами вычесывает шерсть своим соратникам, делится с ними добычей и заискивает перед авторитетными самками. Самки — это невидимый фундамент общины, в то время как самцы заняты шумными демонстрациями силы, ударяя по корням деревьев и издавая оглушительные крики. Самки поддерживают стабильность. Они передают знания, воспитывают потомство и часто выступают миротворцами в конфликтах. В этом обществе каждый знает свое место, но каждый стремится подняться выше. Статус — это не просто престиж, это доступ к лучшей еде и право на продолжение рода.
Долгое время считалось, что только человек способен создавать орудие труда. Шимпанзе разрушили этот миф, заставив ученых пересмотреть само определение человека. В лесах Гвинеи или бассейна Конго можно увидеть невероятную картину. Шимпанзе сидит у термитника, тщательно выбирая подходящую веточку. Он очищает ее от листьев, обкусывает кончик, делая его липким, и осторожно погружает в узкий ход. Это не инстинкт, это навык, передающийся из поколения в поколение. В других регионах шимпанзе используют камни как молот и наковальню, чтобы раскалывать твердые орехи. Требуется около 10 лет практики, чтобы молодой шимпанзе овладел этой техникой. Они понимают физику процесса. Какой камень достаточно тяжел, а какой плоский камень послужит идеальной опорой. Но интеллект шимпанзе идет дальше механики. Они обладают самосознанием, узнают себя в зеркале, понимают намерения других и даже способны на обман. Мы наблюдаем, как подчиненный самец находит спелый плод и, заметив приближение доминанта, делает вид, что ничего не нашел, чтобы съесть лакомство позже в одиночестве. Это требует моделирования чужого сознания, способности понимать, что знает и чего не знает другой. Это и есть зачатки того, что мы называем культурой. Мирный образ обезьянки, жующей банан – это опасная иллюзия. Шимпанзе – высшие хищники своего мира. Когда в лесу наступает сезон изобилия, самцы объединяются для охоты. Их цель – красные колобусы или другие мелкие приматы. Охота шимпанзе – это чудо координации. Здесь есть загонщики, есть те, кто перекрывает пути отступления на деревьях, и есть убийцы, наносящие решающий удар. Мясо – это ценнейший ресурс, но не только из-за калорий. Это валюта. Альфа-самец использует мясо, чтобы покупать лояльность, делясь им только с теми, кто поддерживает его власть. Но еще более мрачная сторона их натуры проявляется в защите границ. Шимпанзе – одни из немногих существ, помимо людей, которые ведут организованные войны. Группы самцов отправляются в патрулирование границ своей территории. Они двигаются цепочкой, в полной тишине, прислушиваясь к каждому звуку. Если они встретят одинокого самца из соседней группы, исход будет фатальным. Это не просто стычка за еду, это систематическое уничтожение конкурентов. Знаменитая 4-летняя война в Гомбе, описанная Джейн Гудал, показала, что шимпанзе способны на жестокость, которую мы привыкли считать исключительно человеческой чертой. Они могут планомерно истреблять бывших сородичей, пока соседняя группа не перестанет существовать.
Среди шума битв и политических интриг есть островок нежности. Связь между матерью и детенышем у шимпанзе одна из самых крепких в мире природы. Первые 5 лет жизни малыш буквально не покидает рук матери. Он спит в ее гнезде, питается ее молоком и учится у нее всему. От того, какие растения лечат расстройство желудка, до того, как правильно приветствовать старших. У шимпанзе нет инстинктивного знания о том, как выжить. Все, что они умеют, они черпают из наблюдения. Смерть матери для молодого шимпанзе – это почти всегда смертный приговор. И не только из-за отсутствия пищи, но и из-за психологической травмы. Известны случаи, когда подросшие дети впадали в депрессию и погибали от тоски после потери матери. Однако в общине существует и удивительный альтруизм. Исследователи задокументировали случаи, когда взрослые самцы, порой даже не связанные родством, усыновляли сирот. Они носили их на спине, делились едой и защищали от опасностей, демонстрируя способность к глубокому состраданию, которая выходит за рамки простой биологической выгоды. Если бы вы оказались в гуще группы шимпанзе, вы бы поразились тишине. Большую часть времени они общаются не звуками, а жестами. Протянутая ладонь – просьба о еде или поддержке. Объятие – знак примирения после драки. Похлопывание по плечу – успокоение. Их мимика невероятно богата. Они умеют улыбаться, хотя оскал часто означает страх, выражать гнев, недоумение или скуку. Звуки же служат для передачи информации на расстоянии. Знаменитый панхут, серия ухающих звуков, переходящих в крик, это визитная карточка каждого шимпанзе. По этому крику сородичи могут понять, кто именно кричит, где он находится и нашел ли он еду. У каждой группы есть свой диалект, свои особенности поведения, которые отличают их от соседей. Это подтверждает, что мы имеем дело не с биологическими машинами, а с личностями, обладающими своим характером и историей.
Сегодня над этим удивительным миром нависла тень. Шимпанзе находятся под угрозой исчезновения. Их леса вырубаются под плантации масличной пальмы. Их убивают ради дикого мяса, а детенышей вырывают из семей для нелегальной торговли экзотическими животными. Кроме того, из-за нашей генетической близости шимпанзе уязвимы для человеческих болезней. Обычный грипп или вирус Эбола могут выкосить целую популяцию. Потеря шимпанзе – это не просто потеря очередного вида. Это потеря ключа к пониманию нашего собственного прошлого. Наблюдая за ними, мы видим, какими были наши предки 5 миллионов лет назад. Мы видим зарождение морали, политики, технологии и любви. Защита шимпанзе требует не только создания заповедников, но и изменения нашего сознания. Мы должны признать, что на этой планете мы не одни, обладаем разумом и сложным внутренним миром. В глазах старого самца, отдыхающего в тени векового фикуса, светится тот же огонек сознания, что и в наших глазах. Солнце садится за горизонт, окрашивая африканскую саванну в багровые тона. Шимпанзе начинают строить свои ночные гнезда высоко, в ветвях, переплетая ветки и листья так, чтобы создать мягкую и безопасную постель. Завтра будет новый день, новые союзы, новые охоты и новые уроки для подрастающего поколения. Шимпанзе — это напоминание о том, что человек не стоит над природой, он является ее частью. Мы связаны невидимыми нитями крови и истории. И пока в лесах Африки звучит громкий панхут, у нас еще есть шанс сохранить ту дикую искру, из которой когда-то вышло все человечество. Наше будущее и их будущее неразрывно связаны. Сможем ли мы стать достойными опекунами для наших ближайших сородичей? Ответ на этот вопрос пишется прямо сейчас.